Приветствую всех на моем канале. В этом видео я продолжу тему пошива из лоскутов. Буду шить уютный небольшой коврик из лоскутов от старых джинсов, от старой ткани штрукса и просто старой ткани. Я взяла открытку как шаблон и вырезала 20 таких блоков заготовочек. 20 штучек на одну сторону и 20 штучек другой стороны. Я считаю, что пошив коврика это отличный способ переработать старые джинсы, старые ткани и сделать что-то уютное своими руками и вложить частичку своей души. Вырезала я блоки как получалось, прилаживала, на направление нити не смотрела, поэтому некоторые вот эти заготовочки получились более тянущиеся. Потом все равно в процессе все это подровнялось. Одна сторона у меня будет такая джинсовая чисто, с двумя белыми вкраплениями, а вторая сторона уже у меня будет более веселая. Тут у меня и красный штрукс, и такой веселый джинс. Начинаю заготовки соединять между собой. По длине у меня будет 4 штучки, а по ширине 5. Пришиваю их все на ширину лапки. Примерно складываю по цвету на свой вкус. Понравилось, значит, сшиваю. Размеры этой открытки 10,4 сантиметра на 15 сантиметров. Начинаю по 4 заготовочки соединять между собой. И далее, когда соединила, отстрачиваю отделочной ниткой. Страчиваю отделочной ниткой, очень плотной, отделочные строчки. Получается, швы я заутюжила наверх и прострачиваю. Растращила. И тоже тут получается вот такие заготовки. Можно их перевернуть, поменять и сделать по своему вкусу или по цвету. Подобрать. Сшиваем между собой тоже.
Тут у меня немного слетели настройки камеры. Сегодня у нас более 30 градусов за окном. Телефон нагрелся и немного сбросились параметры. Я хотела также прострочить и эти швы отделочной строчкой, но, увы, машинка не прошила у меня, пропетляла, поэтому я убрала эту нитку. Пробовала я и обычной ниточкой прострочить, все равно не смогла я прострочить, получилось пропуски очень большие, поэтому я все распорола, и заутюжила швы. 2 шва налево и 2 шва направо. Просто заутюжила и все. Далее отпорола нашивку со старых джинсов и еще 3 шлевки. И пришиваю их полностью со всех сторон, как аппликации. Одна сторона у нас уже готова, шьем другую точно так же. Собираем все квадратики, заготовочки по цвету, по своему вкусу. Тут у меня даже такой немного шахматный порядок получился. Также заутюживаю наверх и прострачиваю плотной ниткой отделочной. И далее соединяю воедино все наши лоскуты. Тут я уже даже отделочную не пробовала прострачивать, просто заутюживаю 2 шва налево и 2 шва направо. На этой стороне я также отпорола 3 шлевки от старых джинсов и бирку, такую аппликацию, и пришиваю. Далее беру 2 стороны коврика, скалываю между собой булавками и равняю.
Все неровности обрезаю. Затем прокладываю строчку по всем сторонам, как бы скрепляя их между собой. Срезы я буду обрабатывать готовой тесьмой. Сначала обработала короткие срезы, затем длинные. Вот наш замечательный коврик из лоскутов готов. Он получился достаточно прочный, оригинальный дизайн. Вот. Я думаю, он точно добавит уюта в мой дом. Вот. На его пошив у меня ушел целый день. Шила я такой коврик впервые, но я очень довольна результатом. Очень он мне понравился. По настроению можно стелить с одной стороны, потом по настроению с другой стороны. В готовом виде коврик получился 37 на 66 сантиметров. Спасибо вам за просмотры. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Желаю всех вам благ и успехов в вашем творчестве.